Всем привет! Наступила зима, а мне внезапно захотелось лета и зелени. Осенью попались в руки очень красивые экземпляры мха. Обычно я не работаю с живым мхом, но конкретно этот захотелось сохранить. Диорама с живым мхом будет в следующем видео, а пока создадим для нее подсветку. Как обычно проходит первая попытка поселить у себя дома мох. Взяли емкость, насыпали грунт, как красиво пыль летит. Дальше положили мох. Полили старательно. Мхи же любят влагу. И это, конечно, неправильно. Так мох долго не проживет. Не буду сильно углубляться в теорию, но мох нужно опрыскивать, а не поливать, ведь у него нет корней. Очень важно сохранять высокую влажность воздуха в мохариуме, а для этого надо сделать для него крышку. И как здорово, если крышка была бы сразу с подсветкой. Ведь зимой на окне света мало даже для мхов, а в любое другое время года под прямыми солнечными лучами мох с легкостью может обгореть и погибнуть. Вот мы и будем сейчас создавать крышку с подсветкой для флорариума в форме шара диаметром 18 см. Изначально я хотела использовать листовой черный пластик из своих запасов для рукоделия, но было так жалко начинать его резать. Готовое решение нашлось в виде вот такой пластиковой литровой емкости. Крышка от нее идеально подошла на мой стеклянный шар. Под эту крышку я подобрала бюджетную встраиваемую светодиодную панель. Она обошлась мне примерно в 300 рублей. Ее характеристики можно увидеть на экране. Прежде чем склеить светодиодную панель с пластиковой крышкой, сначала отрежем с панели все лишнее. Если вскрыть этот светильник, то видно, что светодиодная плата приклеена к самой верхней его части. Теперь мы знаем, что при необходимости можно насверлить отверстие по всей боковой части корпуса, если светильник вдруг будет нагреваться чрезмерно. Но, надеюсь, это не потребуется. Берем пластиковую крышку и вырезаем ее центральную часть следующим образом. Склеиваем крышку и светодиодную панель секундным клеем. Дополнительно промазываем силиконовым герметиком, чтобы влага не попадала внутрь светильника. Промежуток между крышкой и светильником заполним самозастывающей полимерной глиной. А дальше сделаем нашей крышке декоративную отделку при помощи салфетки и столярного клея ПВА. Провод с выключателем берем от старой сломанной лампы и подключаем к нему наш светильник. Вот такой получился результат нашей работы. И мне он нравится. А вам? Настала пора прощаться до следующего видео. Если вы не хотите его пропустить, подписывайтесь на наш канал.
Всем пока!